Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим о том, что происходило во время вторжения России в Украину в 2014, если успеем, то и в 2022 году. И поговорим мы об этом с Игорем Саликовым, экс-офицером армии Российской Федерации, экс-вагнеровцем, который сейчас дает показания в Гааге. Игорь, добрый день. Здравствуйте, Дать. Подписывайтесь на канал Игоря, он будет по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Игорь, мы с вами уже писали интервью, но, к сожалению, там было не очень хорошее качество звука. Это были, я так понимаю, первые ваши интервью. И сейчас, слава богу, с качеством звука все в порядке. Если можно, я бы хотела с дополнительными, конечно, вопросами еще раз проговорить ваш все-таки опыт, так сказать, вторжения в Украину. Ну, давайте начнем, наверное, хронологически с 2014 года. Вот я хотела уточнить, потому что с того интервью я так и не поняла, а в каком статусе вы находились перед тем, как вы заехали в Украину? Вы были уже уволившиеся в запас, или кем вы в этот момент? Или сотрудником ЧВК? Я не совсем поняла. Нет, да, на тот промежуток времени это было на вольных хлебах, скажем так. Я не был ни сотрудником, ни военнослужащим в официальном статусе. И это было не ЧВК. Это был статус, скажем так. Дело в том, что где-то с 2008 года ее так называют Герасимовская доктрина, стали подумывать и о частных военных компаниях, и о структурах, схожих с деятельностью Центрального разведывательного управления, как в Америке. То есть, куда привлекают сотрудников, там, бывших ветеранов, либо подразделения действующих спецназов, которые необходимы для той или иной операции. И вот именно 2014 год стал таким, весна 2014 года стал таким, как это правильно сказать, испытательным полигоном, что ли, для того, какое будет приниматься дальше решение для выполнения специальных задач. И для этого стали формировать различные подразделения при силовых структурах, при главном управлении Генштаба и уже оно стало называться к тому времени, по-моему, с 2010 года ГРУ уже не было, а было Главное управление Генерального штаба Министерства обороны. То есть военную разведку переформатировали. И, значит, центры специального назначения ФСБ. То есть мы заходили первый раз, когда Бородаи охраняли это от главного управления. Это была тема, курировал это все дело Сурков от правительства. А второй раз, когда мы заходили, ну, я уже заходил как командир подразделения от ЦСН ФСБ Российской Федерации. Вот, и в то же самое время, тоже при главном управлении, ну, будем по старинке называть, от ГРУ стали пробовать и частные военные компании. В частности, Дмитрий Уткин, ему было сделано предложение также зайти. Он также заходил только в Луганск, в Донецкую область, они заходили в Луганск. И они от главного разведуправления. Вот. И именно оттуда начинается история ЧВК «Вагнер». Хорошо. И дальше ваша работа в ДНР, да, я так понимаю, заключалась в том, что вы были ну, как это, помощником Бородая, да, или там было охраной, организовывали охрану Бородая. Что еще вы делали? Чем еще вы там занимались? И как вы теперь понимаете, для чего вам давались какие-то задания? Может быть, у вас поменялось ваше понимание в 2014 году и сейчас? Ну, понятное дело, что сейчас с позиции уже, можно сказать, такой новейшей истории все это видится в таком другом свете. Тогда это было, ну, воевать можно только в трех случаях. То есть война — это не пойти там
ну или принимать участие в боевых действиях, там, или с оружием в руках что-то делать, можно только в трех случаях. Первое, это, как все знают, и самое святое, это защита Отечества, да, защита Родины. Вот. Второе, это за убеждение, и третье, за деньги. Вот на тот момент ну, то есть понятие Родины и понятие убеждений, они иногда сходят. За убеждение можно, допустим, воевать не обязательно на родине, да, или родина к этому может не иметь никакого отношения. В частности, к примеру, я поддерживал курдское сопротивление и курдский народ в их борьбе, там, когда они воевали против там, режима Саддама, да, против за независимость. То есть курдский народ, например, 50-миллионный, а государство его не имеет. И, соответственно, у меня много друзей, и мы оказывали помощь в этом режиме, в этом ключе. Помогали, обучали там и так далее. То есть я импонировал, мне импонировало на тот момент всегда, скажем так, народы, которые сражаются за свою независимость. Ну, я как бы по воспитанию советский человек, и мы были воспитаны на такой парадигме. Вот. И точно самое также я относился в то время к ситуации в Украине. Что происходит. То есть я не понимал политические движения. Вернее, как сказать, я понимал, что я много времени за границей провел и жил за границей, и у меня украинцев много было, друзей и знакомых, и в том числе коллег по частным военным компаниям западным, ну, такого как бы международного толка. И я хорошо знал, что люди вот это вот, там, ну, для одних это там переворот, для других там революция достоинства, ну, то, что произошло, Майдан 13 года, 13-14, люди в основном русскоязычные, как бы, то есть как бы люди, которые украинцы, украинской государственности, да, но считавшие себя русскими, они восприняли это хорошо. Я сейчас объективно абсолютно говорю, то есть какие-то коллеги общались с кем-то там по работе, в частности, там с моим начальником один учился парень в военном училище вместе, они заканчивали. И то есть люди воспринимали это как освобождение от этого, значит, кто у вас там был, президент, я уже забыл, который бежал. Янукович, который сбежал, да. Вот. И, то есть никого не устраивала такая линия, вот это вот выстроить построение государства на коррупции и на себе все, чужим-то все, что осталось, и типа придуманный закон. Вот. И люди были недовольны. Все вот этим правлениями Януковича, да. Но с точки зрения юридического, как бы, вот этого момента, я понял, что, может быть, это можно было решить как-то по-другому. В общем, я поддался вот этому вот кремлевской подаче, что так не делается, что на самом деле мы братский народ, и что русские там во многом, и нужно защищать русских. Вот. В общем, моя идеология на тот момент и идея, или как я выразился, второй пункт, убеждения, говорили о том, что действия наши, если мы туда пойдем, поддерживать русских, это будет хорошо, больше хорошо, нежели плохо. В процессе нахождения там я понял, что сначала, если интересует моя такая переформатирование взглядов, сначала я понял, что сама идея Кремлю совершенно она не нужна была, ее использовали, он придерживался других взглядов, по одной версии, ну, в смысле, по одному пункту это была задача, чтобы Запад признал Крым, а юго-восток Украины это был разменная монета. Вот. Но, тем не менее, все равно никто не собирался там делать какое-то счастливое там,
Новороссию там и так далее. Все это было ложью и обманом. Вот. И, соответственно, я из этого всего ушел. Если можно, есть две темы, которые, опять-таки, достаточно сильно заинтересовала наших зрителей. Если можно, давайте начнем с вот этих блуждающих минометчиков. Если, опять-таки, есть возможность, опишите, что это были за минометчики и как вы обнаружили, кто они. Ну, на самом деле, меня вызвали, значит, в ФСБ и задали вопрос по поводу, знаю ли я что-то насчет блуждающих минометов по обстрелу Донецка и окраин Донецка. На тот момент я начальник управления специальных операций при Генпрокуратуре ДНР. Вот. На что я сказал, что да, я, значит, слышал. На тот момент, когда я там находился, январь-февраль месяц, были боевые действия на определенных территориях. И это не столь было актуально, что там где-то куда-то прилетало. Это, то есть не обращали на это внимания ни конец января, ни начало февраля. И конец. Где-то такие разговоры пошли где-то в конце февраля, начале марта. Это 2015 года. 2015. Вот. И да, проходила информация, по большому счету должны были заниматься спецслужбы там, это ДНР, там, и российские советники, которые... Но все это спускалось на тормозах, никого это не интересовало особо. Так приехали, что-то там поснимали, и больше это все уходило в пиар. А объективно никто этим не занимался. Ну, насколько мне, по крайней мере, известно, потому что, по большому счету, должно было из Генпрокуратуры приходить какие-то тычки, пинки, задачи там, по выяснению этого всего дела. Ничего это не делал. А так, по оперативной информации, по разборкам по каким-то, да, прилеты были, было непонятно, что чего, но никто этим не занимался, потому что, ну, где-то было понятно, что это откуда-то изнутри идет, да, там какие-то выйдут, потому что всегда можно понять, откуда был сделан выстрел, то есть прилет откуда пришел. С позиции ВСУ, либо с каких-то других позиций, да, и где они находятся. Там есть технология, это все, это баллистика определенная. Зная там угол входа снаряда, можно установить угол выхода, там, понять, что за боеприпасы, и установить дальность выстрела. По сопоставлению всех этих траекторий выясняется приблизительно, там, ну, не то, что там, ну, до пары метров можно установить, там, ну, десятков метров, там, откуда был произведен выстрел. Вот. В том числе на этом основываются и специальные, значит, приборы, которые устанавливают по шуму, по звуку, откуда прилетел боеприпас, снаряд. Но никто этим не занимался. Когда я находился там, скажем так, на родине, меня вызвали в ФСБ, и один из агентов, там, из сотрудников, значит, ФСБ в звании майора, Это, извините, где было? Это было в Москве или в Молькино? Вот где это было конкретно, вы говорили, когда я был на родине? Нет, это было в Калуге. В Калуге. Это было. Значит, он вас вызвал, и что? Ну, они приезжали уже ко мне домой, когда я находился в Украине, там, оставили телефон, попросили, чтобы я как приеду, позвонил. Я позвонил, мы назначили встречу и встретились. И мне поставили задачу, ну, несколько дней мы там это дело обсуждали, обговаривали, мне поставили, значит, задачу, дали информацию определенную, что есть подозрение, знаю ли я такого человека. В данном случае меня спросили про Иванова с позывным «Копье». На тот момент он был командиром разведбата республиканского корпуса. Только зимой он сформировал, то есть это было, я уже забыл, как оно там называлось до этого, а Захарченко где-то февралем, по-моему, месяцем издал указ, и она стала называться там
до этого был, по-моему, первый или второй армейский корпус, а потом они сказали республиканской гвардии. Вот он был командиром батальона, разведного батальона, вот этой вот республиканской гвардии. И дальнейшее, я не помню, батальон, он входил там, в состав полка какого-то там. То есть иерархическую структуру я сейчас досконально не помню. Вот. Но основной лидер их был, он назывался, значит, то ли первый, то ли какая-то республиканская гвардия. То ли отдельный ОРБ у него был, значит, то ли просто разведбат. Тоже сейчас не столь важно, меня не это было. Вопрос о том, что они подозревали, что этим всем делом занимаются структуры, близкие там к определенным кругам, там, определенному человеку, который командовал, был назначен на тот момент. Ну, к Захарченко вы имеете в виду? Ну, там Захарченко, он был уже политической фигурой, не военной. Он был, уже занимал административно-политическое кресло, по-моему, премьер-министр он назывался в это самое, то есть кресло премьер-министра к этому времени. А военный вектор к военным службам уходил, это Ваня Русский такой. На тот момент он уже был генерал, я его фамилию сейчас забыл, по-моему, на К. Вот. То есть он был И представителем ФСБ в ДНР, правильно я понимаю? Ваня Русский? Да, или кем он был? Он был представителем главного разведки, и он, если бы условно приняли, что по старинке, он ГРУшник. ГРУ, у ФСБ с ГРУ уже там, ну, они, эти терки продолжались. То есть они не заканчивали, они перерастали, переходили в разные вещи. То есть это... И в самом Кремле эту всю тему поддерживали всегда там. То есть, ну, это вечная тема на этом как бы. То есть это был ГРУшник, которому подчинялся этот Копье, который, как выяснилось, обстреливал из минометов Донецк. Да, потом эти все вещи подтвердились. Если коротко там и, скажем так, лаконично все это закончить, то есть у них были уже, да, дело в том, что мне была поставлена задача проверить, то есть собрать данные, что мы и сделали. И они подтвердили как минимум 3 или 4 источника информации, которые были уже у разведки, значит, это контрразведка. По-моему, вторая служба. Это вторая служба этим занималась. Вот. После того, как был собран материал, все собрано и так далее, все было передано. Подожди, я хотела бы тогда уточнить. То есть получается, что ФСБшники из контрразведки знали о том, что грушники организовывают провокации, обстреливая Донецк, рассказывая, что это украинская армия, а на самом деле это были российские подразделения, вот эти тайны. И они к вам пришли и попросили просто собрать материал. Да. По факту. Они откуда-то это знали уже, да? То есть они, видимо, по перехватам или еще как-то они знали, но им нужно было легализовать подтверждение, и они попросили вас собрать. И когда вы собрали, что произошло дальше? А дальше произошло, что в Ростове мы встретились, значит, с человеком, я передал данные, и было сказано, что спасибо, ну, как бы, все это заминает, то есть, ну, или так коротко, если спасибо не надо. Благодарим за службу, это самое, продолжаем жить дальше. На вопрос, я в своей книге там отметил этот, более там какими-то такими, скажем так, человеческими переговорами, пониманием там и так далее. Ну, то есть, я задал вопрос, я говорю, то есть люди Донецка там уже не интересуют. Ну, на что мне офицер что сказал? Он говорит, да мы никого не интересуем. То есть мы все разменные монеты. Вот, собственно, и все. Это закончилось на этом. Ну, и насколько я помню, вы, собственно, сами обнаружили эти ну, как следы от этого миномета, да, вы обнаружили, откуда они конкретно стреляли, правильно я понимаю, да, и потом обнаружили, что это, условно говоря, соседний отдел делает. Ну, не то, что соседний отдел, нет. Не соседний отдел, это была другая служба. Я уже вот здесь на запись сказал, я возглавлял 4-й отдел управления спецопераций. И он входил, ну, как бы при Генеральной прокуратуре этого ДНР. На самом деле кураторами у нас были как бы контора, ну, ФСБ. Вот. Хотя туда лезли там и тоже там непонятно, там на спивака там и грушники выходили, то есть армейцы с этим вопросом. Поэтому, ну, тогда шло такое поддавливание. Вот, и в основном специфика нашей деятельности была просто армейская. Мы со своими отделами, они были в составах
рот таких, как бы, или отрядов, если переводить на военные, там, военной разведки. И мы находились на линии фронта. Это в Широкино и в Марьинке. То есть выполняли как бы прифронтовые задачи. Разведки, какие-то столкновения, там, сдерживание противника, сбор данных там, на линии фронта. Защита, то есть какие-то там, значит, выходы разведывательные, там, наблюдения. Соответственно, украинская сторона тоже ходила. То есть это Марьинка, это Петровский район. Вот. Недалеко оттуда там как раз и были... Один раз был прилет и в нашу сторону. Один или два. Вот. И по данным, то есть было назначено расследование, мы сами это стали, потому что ни там, ни МГБ, там, ни вот эти все там какие-то другие службы, никто этим нафиг не занимался. А тут накрыли мою группу, которая возвращалась, значит, с задачей, там, то есть выходила из нейтральной зоны. Ну, вы помните, тогда была зона разграничений, отвели тяжелое оружие на там 20-30 километровую зону. Вступил в силу этот Минск-2, и, соответственно, вроде бы как ничего не идет, но это Ну, подождите, нейтральная мне зона. кажется, что история про блуждающие минометчики это декабрь, январь, февраль 2014-2015, а Минск-2 он был уже после Дебальцева. А Дебальцево было уже, по-моему, февраль-март 2015. Мне кажется, первая история про вот это обстрел остановки, помните, да? Когда еще Грэм Филлипс, которого сейчас в педофилии обвиняют, ну там два какие-то непонятные вот эти иностранцы обвиняют друг друга в педофилии на Донбассе. Вот, и он приехал первый вместе с Life News на обстрелянную остановку. И я помню, что мы тогда даже просили донецких журналистов, и они по карте нам сказали, это 25 километров. У нас типа разве есть такие минометы? И я помню, что я была на 17-м канале, который принадлежал Медведчуку, но мы еще не знали, что это Медведчук, и там был с той стороны Губарева, вот вся остальная вот эта шайка-лейка, когда включился экран, оказалось, что я сижу на эфире с Губаревым, и ну, короче, там все были в этой военной форме. Вот, и я им тогда прямо сказала, а что вы рассказываете, что это мы обстреливаем, если 22 километра наш миномет никак не может дострелить. И вот на следующий день у них появилась версия, что это блуждающие минометчики. Но это было до подписания Минска-2. Ну, я сейчас точно не помню. Но это было не больше, чем за месяц-полтора до Минска-2. Потому что ко мне уже подходила девушка после эфира и спрашивала, у нее брат был в Дебальцево, и она спрашивала, как там. А Минск-2 был подписан уже после захвата Дебальцева. Ну, или почти во время захвата Дебальцева. Ну, Дебальцево это февраль, да. Но я имею в виду, что но Минск-1 уже был. Минск-1 уже был, да, это правда. Он сыграл в том, что отвели, значит, украинские силы, оставили. Это вот если мы говорим по тому району, где вот я был, потом, когда приехали уже, это Еленовка. Сначала мы как бы были Еленовка, потом Дебальцево, да, а потом вот это как бы в Марьинке происходили события, также в феврале. И после вот этих как раз украинцы ушли, основная Марьинка осталась за ними, там разграничение шло по линии реки. Это речка там такая идет вдоль, где хороший лес такой, сосновый, там даже деревья эти не горели от градов. И где, значит, по-моему, олигарха вашего, по-моему, как его Рената фамилия? Ахметова, наверное. Неподский, по-моему, спорткомплекс конный. Там находился в этой как раз лесной зоне, вот этого заповедной. И слева деревня, потом, я говорю еще раз, река, и вот на той стороне, то есть Марьинка, она вытянутая такая вся идет. И вот основная часть, она за Украиной осталась. И они отвели туда войска и дальше увели все тяжелое вооружение. То есть они выполнили. Это да, февраль, начало марта, а может конец февраля, уже не помню. Но факт тот, что не в этом дело, просто расследование это было. И прилеты были в феврале и в марте. Вот. И они прилеты по Петровскому району. То есть я сейчас не берусь рассматривать то, что случилось, которое вы случай говорите. Вот. Но там, хотя, да, там боеприпас тоже был именно, по-моему, 120-й или даже не 120-й, а, по-моему, 82-й миномет. По подносу. У него дальность 3 километра максимально. Вот. А даже если мы берем даже 120-й миномет, это тоже там, 5 километров, то есть рабочее расстояние. Вот это при лучшем случае, там, если ветер будет, на 8, там, 7. Я вот из практики знаю, что да, 82-м минометом мы стреляли, иногда она улетала
на 4 километра можно, да, по ветру, если она летит, может улететь. Бывали случаи в Сирии. Опять же, там другие совсем восходящие потоки, тоже которые играют на аэродинамику, назовем, скажем так, снаряда. Вот. А это, конечно, был артиллерийский снаряд. Если там 25 километров, никакой миномет так не стреляет. Вот. А если это боеприпас, выпущенный из, значит, ротного там или батальонного миномета, то это вот рабочее расстояние там 3-5 километров. И они все указывали, и причем по ним очень легко выяснить траекторию, направление и угол. По углу входа выяснить, откуда, да, там был боеприпас. Плюс, что указал, нахождение ящиков. Ящики для боеприпасов, они маркируют. Вот. По маркировке ящика можно установить, откуда, с каких складов. То есть вы, когда обнаружили, откуда стреляли, вы нашли там ящики? Да, И так вы да. поняли, Потом, с каких складов, и так стало понятно, кто стрелял. Да. Да, и точку установили, то есть откуда стрелять. То есть это, если это была... И плюс оттуда заметили, там, потому что все учесть невозможно, часовые на постах, которые стояли, в том числе люди того же покойного этого Моторолы, там рядом стоят, у них посты наблюдения и чекпоинты такие в этом районе. Они именно указали, они сказали, что какие машины отсюда выезжали вечером. Это было, по-моему, 1 или 2 раза. То есть они были... Потом... А машины приезжали несколько раз туда. И в частности, они указали, что и ящики забрали. Определенные машины. Одна была с военными, с черными номерами, российские. То есть 21 номер они... То есть фотографии. Человек у нас, сотрудник один, фотографировал даже. Но качество было очень плохое издалека. Самое главное, потому чтобы установка была, чтобы не... скажем так, чтобы они не были обнаружены. Вот. И аппаратуры такой не было у нас, как у Джеймса Бондов. Но на тот момент, то есть как бы для развития оперативного разбирательства, да, там, или следствия, оперативно-служебных вещей, дознания, этого было достаточно, чтобы продолжить все уже в таком конкретном там режиме. Но этого сделано не было. То есть сначала такая задача была у людей, а потом я просто делаю вывод, что произошел откуда-то звонок, и это все дело запретили. А с какой целью, по-вашему, они делали эти обстрелы, выдавая за обстрелы украинцев, обстрелы города вашего подразделения? С какой целью, как вы считаете? Привело к тому, что они хотят, это и не только мое, в частности, это было и у разведчиков из Федеральной службы безопасности, что для срыва Минска-2. И в частности, потом это все для обвинения в этом Украины. Почему? Объяснил. Захарченко было выгодно вообще вся эта тема. И определенным людям, которые за ним стояли, и в том числе и ГРУ, там пилились большие деньги. Очень большие. И вот это напряжение, оно было выгодно определенной группе людей. Что идет обстрел, что проклятые хохлы там. И нужно градус. То есть, сами понимаете, что невозможно там войну сказать, это просто я хочу воевать. Нужно всегда подавать куда-то там, высшие инстанции. И тогда еще, кстати, администрация президента как-то считалась с общественным мнением. Были вектора, что люди на Донбассе должны как-то, политическая, политическая страничка играла большую роль, общественно-политическая. Вот. Это сейчас уже на это все не обращать внимания. Тогда и туда царю подавали, все-таки должна была быть какая-то то есть нельзя просто так ударить кого-то там по морде, надо сказать. Помните, как в фильме «Последний бойскаут»? Ты скажи, волна накатывается, и потом бей. Так же и здесь. Нужно было обязательно обвинить оппонента и ради всего хорошего против всего плохого продолжать воевать и получать большие деньги. То есть для кого-то была эта война такая, которая заканчивалась там оторванными головами, там, психологическими травмами, с
потери родственников, близких, а кому-то это было 2 миллиона. При мне делили там 2 миллиона долларов заносили в администрацию Захарченко каждую А неделю. откуда эти деньги были? Из России? Я не знаю. Ну, Не ваша могу версия из догадываться. России, скорее всего, или украденные у каких-то бизнесменов? Нет, 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 это Израиль. То, что они у бизнесменов воровали там, это все финансовое, это не считая денег, которые шла гуманитарка там, вот это все и так далее. Финансировалось там, причем это можно было как бы нажимать, там большие деньги, еще с бородой это все, там коробками возили. Это все не, там люди, это не убеждение, там, это деньги. Мгм. Понятно. Так, еще, кстати, вот вы говорите, что да, для того, чтобы там Минск не случился и так далее, чтобы был повод какой-то обвинить Украину. А у нас есть версия, которую, кстати, мне рассказывали один бывший наш сотрудник службы безопасности, но я не знаю, она как бы официально она не поддерживается, но тем не менее она есть такая, и хотела бы просто ваше мнение. Это по поводу MH17, что на самом деле был перепутан населенный пункт, там есть с этим же названием другой населенный пункт, и они приехали, выстрелили, а должны были выстрелить то ли в Боинг, то ли в Airbus российской авиакомпании. Не MH17, не малазийский, а это должен был быть российский большой пассажирский самолет, и типа его должны были сбить для того, чтобы был казус белли. Ваша версия по поводу MH17, это была все-таки ошибка, они пытались сбить украинский транспортник, а сбили пассажирский самолет, либо это все-таки была вот эта попытка создать казус белли? Вы знаете, у меня как бы данные, на которые я могу опираться, говорят о том, что все-таки это было перепутали. Да, это было, потому что очень много источников, в том числе бывший мой начальник этого управления, который мне накануне давал, то есть сопоставляя, они такие косвенные, конечно, но по ним можно сделать, сопоставляя все вот эти данные, вещи. Никто ж тебе не скажет, там, да нет, это вот так и так далее. Тем более, потом это все засекретит. А вот то, что творилось в самом начале, и какая информация поступала, она, конечно, указывала на то, что это неверные данные и неверная организация информации, то есть подача разведки, думали, что это транспортник нужно было сбить, опять же, в рамках конкуренции между ФСБ и КГБ, и этим, ГРУ. То есть тогда еще была попытка вывести Стрелкова на какую-то позицию, равную Пригожину, потому что еще тогда не было даже решено о больших финансах выделения в Пригожин. Слушайте, а я вот этого хотела чувака. уточнить, а это было, кстати, кто сбивал? Это были грушники или ФСБшники? Потому что Стрелков, он вроде как ФСБшный. Ну, Стрелков, он как бы ФСБ, тогда все было переплетено, но в основном это, конечно, были в том числе и, значит, Хмурый, там все вот это вот, как, и Безлер, это все было ГРУ. Это от ГРУ они работали. Вот. Но под это дело была, почему поддерживалась тем же, эта вся тема и Бородаем и так далее, потому что это было всем на руку, и была возможность в этом всем вытащить Стрелкова на какие-то позиции, потому что Стрелкова не хотели просто так из этого отпускать, из Славянска. Так, а подожди, а Борода это тоже ФСБ, правильно я понимаю? Да. Угу. Окей, продолжайте. Вот. И, ну что, то есть те данные, которые я слышал, переговоры, как признавались сами и недоумевали, то есть сами участники этого, да, в частности, по рации тот же Безлер говорил, докладывал, и это слышали люди. Это не было в эфире нигде. Мне говорил человек, что Безлер был уверен, что это сбит транспортный самолет, военно-транспортный самолет ВВС ВСУ. Вот. По крайней мере, первые где-то несколько часов это была уверенность. Вот. А об этом я на тот момент находился в Ростове. Вот. И до этого я слышал, что какая-то операция готовится. И после нее все изменится. Вот. И как это случилось тоже. Это, по-моему, где-то середина июля это было. Да, по-моему. Вот. И, но
я допускаю, что как бы сама ситуация могла быть и по поводу производства казус белли. Да? То есть, я не отрицаю такой возможности, но те данные, которыми я располагаю, они больше меня уводят вот к версии первой. Ну вот ту, которую я озвучиваю. Вот. Но опять же, они во многом такого оперативного характера, да, которые нужно было там устаканивать, проверять, сопоставлять и так далее. Но некоторые вещи там указывали с двух источников, например. Какие-то с одного, да. То есть я на этом делал. И та информация, которая у меня до того была, до этого случая, то есть я вообще не предполагал, ну, в смысле как, еще не было этого всего, это конец июня, начало июля, разговоры такие от людей, которых я знал, они шли. И то, что идет конкурентная, то есть поставлена какая-то задача в рамках выдернуть финансовый поток от, значит, от группы, которая удачно сработала в Луганской Народной Республике, в Луганске. Вот, то есть вот эти вот вещи, они указывают на, скажем так, правоту этой версии. Вытекающий, соответственно, отсюда вопрос, раз мы уже заговорили о Луганской, то группа «Вагнер». Если можно, расскажите, как вообще вы с ней там пересеклись, столкнулись, ну и что вы знаете сейчас о ваших бывших коллегах, что сейчас с ними, ну, с оставшейся частью вагнеровцев происходит? Ну, Как вы познакомились с попал. Уткиным, если можно, давайте с самого такого начала? Ну, с Уткиным я познакомился задолго до этого. То есть, как бы я его знал. Мы даже там вместе участвовали в определенных... Он давно... Я его еще знал даже дата, ну, то есть, где-то, скажем так, с 5-6 года где-то. Вот. Он даже... Мы участвовали в одной там операции там по возвращению самолета. Одному, значит, бизнесмену, у которого бандиты забрали там. Вот. Он уже уволился тогда из армии и искал себя в, значит, именно в структурах вот такого частного подряда военного. Скажите, а я хотела уточнить, а он вот действительно такой фашист-фашист? Ну, у него там типа эти татуировки вот эти с фашистскими крестами? Или это просто там было модно, и он себе наколол? Нет, он радикальный такой Прям человек. фашист, реально? Когда я его знал, еще там, когда я о нем услышал, мы еще летали в командировку, там, прилетали в этом самом, в Чечне, в Чеченской республике, и мы там охраняли одного человека, и с их роты, он тогда был в это самое, до этого он был командиром разведроты в Дагестане, и с одним парнягом мой знакомый, там, один из командиров с 15-й бригады, ну, вот тут там все знакомы, еще когда я в Туркестанском военном округе служил, мы как бы знакомы, и вот он про него говорил. А потом я с его подчиненным, с одним, значит, общались там, и он мне тоже рассказывал про Уткина, познакомил нас там, то есть это была еще вот такая как бы история. Тогда я о нем, он был просто там командиром батальона, значит, 2-й бригады ГРУ спецназа, вот. И о нем я знал как о решительном таком бескрышном человеке, таком, ну, несвойственным разведчиком на тот момент. Не то, что несвойственным, но Уткин не признавал никаких компромиссов. Как бы для разведчика это, даже для спецназа, да, там, потому что основные боевые задачи там и у разведки там это поиск, налет, там, анализ какой-то там ситуации, у тебя группа. Ну, то есть это не штурмовые действия. А он никогда не включал, даже попадая в засаду, он всегда ломился вперед, то есть как бы только алга вперед, никаких отступлений, поэтому у него всегда были большие потери. То есть людей он не берет, вот. Но это информационное поле такое, как бы, от его сослуживцев, от всего, то есть и от командиров и так далее. Вот. Особым уважением коллег, скажем так, с других бригад, скажу точно, я разговаривал с некоторыми, значит, бывшими сослуживцами,
просто с ребятами, там, знакомыми с офицерского состава и сержантского состава контрактников, они неуважительно отзывались в рамках определенных, там, не буду сейчас сказать. Но с точки зрения на тот момент я знал его просто как, вот, как такого решительного, да, отважного, бескрышного, не щадящего ни себя, ни других там командира. Кто-то его уважал, почитал, вот, но опять же здесь вот много там вещей можно там, каких-то рассказать, но здесь не столь важно. Я думаю, что вот этот вот цинизм нацизма какого-то там, он пришел немножко позже, когда он разобрался там где-то в себе, какие-то радикальные вещи у него были, задатки, да, в этом ключе, но они не были выражены. Пока он был в армии, да, там, в то время еще никто не озвучивал такие моменты. Я думаю, что это пришло чуть попозже, но к 2014 году это было уже сформировано. Где он когда там, потому что Хорошо, тогда уже и были... как он появился на оккупированных украинских территориях? Ну, это было май месяц, май, июнь, то есть подготовка была так же, как и у нас, вот тогда готовились две группы. Одна группа наша, и одна группа в полном секрете, как бы это все шло, но информация доходила. И нам было сказано, мы работаем вот в Донецке, они работают в Луганске. И Это вот что... отвечая на предыдущий вопрос, это вы о них говорили, что есть люди, которые хотят забрать у той луганской группы забрать финансирование. Это у Вагнера кто-то хотел забрать финансирование? Да. Интересно как. Ну, рассказывайте. Не было. Это еще тогда не была никакая группа Вагнер, то есть как бы она еще была... Вагнер это его позывной, была просто собрана определенная группа, человек 30 там их было, так же как и нас. Может быть даже и поменьше, я сейчас просто 20-30 человек, которым была поставлена задача захват Луганского аэропорта. Вот. И на эту роль командиром этой группы вызван был Уткин. Здесь небольшая тоже предыстория. Он попал в поле зрения, значит, конторы, вообще всей там, в том числе ФСБшечной сначала, а потом это все дело забралось там, и решили использовать это все в хорошем, ну, как бы в позитивных, скажем так, для Кремля вещах. Ребята попали под этот прессинг ФСБшников осенью 2013 года. Под их пресс они угодили в Сирии. Когда была, то есть там отдельная тема, тогда была разработана неудачная операция входа в Сирию через ЧВК «Славянский корпус», так называемый. Вот. И, по-моему, комбатом там как раз, я не помню его должности, но Дима там был, наверное, он, по-моему, он командовал там подразделением, и они угодили в засаду. Вот, то есть, как бы они ехали за одним туда, должны были вроде как вышки охранять. Там. Ну, там хитрая история. Несколько версий там есть, но по моей версии это была программа такая, по которой они должны были действительно уже тогда начать эти моменты. Но у них не задалось, не получилось, не были готовы, не тот размах. И это все потом учлось. Гусев тогда командовал этой всей структурой. Вадим Гусев, я с ним вместе в Ираке был. Вот. И они не справились с этой задачей, и потом это все переформатировали в то, что их обманули, что был какой-то лазутчик, араб, там, какой-то там с противоположной стороны, и он их завел там не туда, короче. На самом деле все это должно было быть не так, а действительно они белые пушистые хотели там, значит, вышки какие-то похоронить. Но так как это все стало американцам известно, именно это и было сделано, преподнесено, так и на тот момент вроде бы как американцы, ну ладно, хрен бы с ним. Вроде ничего такого там в этом нет, но попробовали. Какая-то частная структура там, Путин от этого отрешился, это не мы. Вот. Но всех их взяли на карандаш. Их оттуда эвакуировали чартерным рейсом. Вот просто вы сами прикиньте, ну вы нашухерите где-то там, причем с оружием в руках в другой стране, и вас спасать поедет государство, ну то есть оплатят чартерный рейс, по-моему, даже 2, и всех-то вы будете вывозить оттуда. Не дай бог там кто-то. Ну, если вам это все не от вас это действовалось, то ну и хрен бы с ним, как говорится.
Уж не более такому цинику, как там, циникам, которые сейчас в Кремле сидят. Вот. Вот оттуда эти ноги растут. Соответственно, Дима попал под этот... У всех забрали паспорта, а когда случилось, что неудача поперла, на самом деле развитие русской весны должно было по-другому все быть, более успешно. Вот. Нашу группу, например, Если можно, расскажите, как на самом деле должно было быть более успешно. Ну, то есть должна была быть и Одесса, и Днепр, и Запорожье, и все такое, и Харьков, да? да. Вот у нас было, мы готовились на Запорожье, формировалась группа. Часть группы поддержка должна была идти Стрелкову на усиление и так далее. Но это вот в середине мая все это после событий в Одессе, вот этого 2 Напоминаю, мая. что есть у нас видео с Игорем и с Зоей Казанжи о событиях в Одессе. Кому интересно, посмотрите. Наверное, есть и у Игоря на канале, да, и на нашем канале. Мы говорили о том, что должна была быть более успешная русская весна, но она не сложилась после событий в Одессе. Ну, в частности, да. В частности, в Одессе. Я так понимаю, что, разумеется, там ресурсы бы начали бы выкидывать, и все, которые вот эти вот кураторы направлений были назначены уже, и все это решалось. То есть это целый уже целые отряды людей, которые всем этим занимаются. Просто пришел сверху. Сейчас. Они уже там мысленно поделили между собой Украину, поделили области, поделили должности, так сказать, мечтательно наступали на львов по экрану монитора, да? Ну, вероятно, да. Вероятно, да, потому что, как бы, ну, я такой в тот момент идеалист, конечно, был. Я думал, что да, многие тогда идеалисты. Я не такой тупой, конечно, идеалист, у меня просто большой опыт жизненный был уже и военный. Я просекал где-то там где-то взгляд, какие-то вопросы возникали, еще что-то там, и я понимал уже там в процессе, когда окунулся, понял, что вода мутная, ее мутят Ну, да, и специально. вы в 2015-м, да, из Украины, по-моему, уехали, вы мне говорили. Но если можно, давайте вернемся все-таки к Вагнеру. Как они там появились, как они там сформировались? Я так понимаю, вы сказали, что они занимались Луганской областью в основном, да, находились там. Взяли Луганский аэропорт, который был изначально под контролем Украины. И дальше чем они занимались? Уничтожением полевых командиров, если я не ошибаюсь. Донецких, ну, российских, так сказать. То, что, понимаете, либо надо, Тань, либо нужно пробежаться вскользь так по всему, но если по отдельности рассматривать каждый эпизод, он очень глубокий. То есть, если его... Давайте мы не будем, потому что кто хочет детально, вот у нас есть большое видео, там 500 000 просмотров, там плохой звук, но там детальнее, мы почти 1,5 часа на эту тему говорили. Если можно, здесь вот кратко, чем они занимались, собственно, на Донбассе? Если мы все равно все-таки с мая начну, чтобы пробежаться так и было всем понятно, тогда очень все было схоже. Значит, 26 мая бой за аэропорт в Донецке, а где-то в середине июня бой за аэропорт в Луганске. Вот. До этого неуспешные моменты и отказ Кремля, в частности Суркова, от позиции, что нужно куда-то группу. То есть на тот момент стало понятно, что в других городах вот эти вот якобы восстания, да, Сипаев не получится. И на все не хватит ресурсов, потому что изначально картина рисовалась по-другому. Соответственно, сосредоточились на Луганске и Донецке. В Луганск была отправлена группа Вагнера, Димы Уткина, как бы его вот этот вот взвод специального назначения. Они с потерями, с вот этой штурмом, скорее всего, такую задачу бы, кроме него, наверное, никто бы не выполнил. Кто, допустим, если бы подходил с позиции сопоставления спецопераций, как по количеству потерь, взвешивания, да, там, что будет там и так далее, сколько потеряет, сколько что. Это только Дима Уткин мог это сделать, потому что он малыми силами ворвался там, и сами, значит, бойцы ВСУ, которые там находились, они были шокированы. В плен никого не брать, то есть, как бы вот это. Ну и, соответственно, с нашей стороны, то есть, с Диминого отряда потери. То есть, там кого-то раскидало танками, там, то есть, там по-взрослому было. Они как только на взлетку вышли на аэропорт, а преодолеть там нужно было достаточно открытого места, они сразу под минометный огонь попали. Вот. Сам Уткин был ранен. Вот. Но, тем не менее, они эту задачу выполнили.
И после этого был открыт карт-бланш на знакомство с Пригожиным. Вот. А Пригожину был открыт, значит, аккредитив на большое бабло. Вот. И Уткину было предложено, значит, набирать личный состав. Выделена была 10-я бригада в Молькино, в Краснодарском крае, место. Выделено финансирование Пригожину, а Пригожин уже возил чемоданами там. И карт-бланш на, значит, включение этой группы на обеспечение главного управления Генштаба, Министерства обороны на все выделение, значит, питания, обмундирования, размещения там, и так далее, и тому подобное. И даже уже где-то с середины осени или ближе к зиме, где-то ближе к декабрю, началось строительство модульного нового, значит, центра этого Вагнера. Все ждали на тот момент, когда я уже туда попал, все уже ждали, и шел слух, что вот-вот примется закон о ЧВК, и, значит, все будут на официозе уже там. То есть оформление в армии тогда никого не проводилось, потому что Пригожин интересовала эта структура как личная армия. Еще Ну, Пригожин... правильно я понимаю, что оплата была вся кэшем, и кэш выдавал Пригожин, и никаких документов в тот момент не было. Потому что уже когда зэков начали выбирать, зэки мне говорили, что алло, да я подписывал контракт с Министерством обороны. Зэки, которые типа шли в Вагнер, да, они подписывались с Министерства обороны. А у Пригожина как было? Ну, с основным составом Вагнера как было? Контракт подписывался на Европолис. Европолис чуть попозже, да, по-моему. Первый я не помню, какая-то тоже была. Конкорд, там 2 контракта было. То есть анкеты заполнения были чисто армейские, потому что это все находилось на территории 10-й бригады. Ты туда попадаешь через КПП, через все посты, через шлагбаумы, ты там двигаешься. То есть потом также ты там находишься с оружием. Там, тогда это было все. А если не секрет, сколько они платили обычным, там, не знаю, военным и, например, уже там каким-то офицерам? И сколько это было, когда они, условно говоря, в Украине или в Сирии? И сколько просто, когда в Молькино не участвуешь в боевых действиях? Это был 14-й год. На 14-й год это было, я хорошо помню, это было, значит, 60 тысяч получал рядовой сотрудник. Дальше были начисления. То есть в составе отряда или роты, поначалу там назвали роты, потом это были отряды. Например, главного разведывательного спецназа ГРУ. Ну и по задачам, в принципе, это были отдельные отряды, не в составе какого-то батальона, да, там, боевые задачи ставились в режиме действия отдельного подразделения. И, соответственно, обеспечение такое же было. Вот тогда, на тот момент, было от 60 до 120, по-моему, если не ошибаюсь, командир отряда или роты получал, по-моему, где-то чуть больше, ну, 120 тысяч где-то, 100-120 тысяч. То есть это на тот момент порядка 4 тысяч долларов, да? 120 тысяч, по 30 был же тогда доллар в 14-м. Нет, уже он подскочил. Уже подскочил. Ну, условно, 2000, да, или там 3000. Хорошо, понятно. Но это не боевые, или это именно боевые? Нет, это в расположении базы Молькино. Угу. Выдавалось действительно кэшем, но получали все в так называемой строевой части, ну, то есть в финансовом отделе, финансистов, да. Пригожина никто в глаза не видел. Угу. Под расписку выдавали? Да. Расписываться надо было, условно говоря. Понятно. Нет. Хорошо. И, собственно, как вы стали иметь отношение к Вагнеру? Вот я, кстати, потеряла, учитывая, что вы, я так понимаю, к Уткину не то, чтобы с уважением относились. Нет, почему? Я там не буду врать, я относился к нему. Мне он был, ну как, он приехал, мы участвовали в одной там операции, вот этой вот, скажем так. Он рассчитывал поехать, хотел в Ирак. Но наши люди там, мы тогда работали тоже там с бывшими альфовцами, с ветеранским там этом, как раз по вот этим самолетам. Вот. И он повздорил, он не понравился там одному из офицеров, там, скажем, ветерану такого. Он сказал, этого человека не надо здесь, что-то там. Я с ним не конфликтовал, ничего, то есть, я его уважал за решительность, за я не вдавался на тот момент ни в какие
скажем так, как командир, как знающий, что он прямолинейный, что вот какой-то он немножко на тот момент такой был угловатый, скажем так, что можно было где-то... Ну, вот он повздорил там с человеком, что-то там не понравилось, они мне просто сказали, говорит, этого человека не надо. Он воротит тут дело. То есть здесь же не Сталинград нам мы устраивать собираем. Вот, там лишние трупы нам не нужны, там, а у него вот это вот шашкой на голову, уга вперед там, и так далее. Ну и все, нет, я к нему нормально. Понятно. Хорошо. Значит, Луганский аэропорт они освободили, и потом они были переведены, я так понимаю, уже на всю оккупированную часть Донецкой и Луганской области и начали отстреливать вот этих командиров полевых, пророссийских. Там не так все было, давайте по порядку, я быстро побегусь. Вы просто развить. Он мне позвонил и предложил, значит, я на тот момент после ранения был и тоже думал, куда прикнуться, еще ходил там с костылем. Вот. И он мне предложил приехать в Молькино посмотреть. Я приехал, посмотрел. Нужно было там тренировать группы и подразделения. Тогда там ну, так как бы серьезно мне понравилось это все дело. Что людей там готовят. Ну, я вообще как бы военный человек, да, моя заточка психологическая вся. Я там больше ничего не умею делать в плане какого-то там. Это не значит, что я там тупой или там, ну, допустим, я не знаю, в том, в чем я разбираюсь, там это, грубо говоря, было востребовано. Вот. И такие же, и ты находишься среди таких же людей, как бы, своих. Поэтому я принял это предложение и там вот остался. А когда поступила команда, вернее, поступила команда, что мы заходим на платформу, грузим технику, бронетехнику, танки, там, получили экипировку, оружие дополнительно. И проходит совещание, и говорится, что мы идем уничтожать вот этих вот полевых командиров. Я взвесил и отказался. Потому что, ну, как бы на тот момент для меня, во-первых, это не значит, что я там к кому-то так относился. Но для меня это было на тот момент, ну, честно говоря, ну, с кем делаешь революцию, ну, я не знаю, как это, ну, ты вроде, может, они правы, неважно, ну, ты вроде как. Ну, просто получается, что первые там полгода или год вы были с ними, с этими полевыми командирами, да, там проводили какие-то совместные операции, там, как минимум, совещания. А тут оказывается, что вы должны убить этого Дремова, да, или там кого еще, там, Бэтмена, вот этих всех командиров, я так понимаю, ликвидировал Вагнер. Да. И на протяжении потом, то есть там была создана специальная группа. Вообще Вагнер задумывался как структура политических убийц. То есть один из отделов такой должен быть, который относился к... Потом его просто расширили, а часть оставили, отвели в сторону. Но задумки были такие. Значит, под командованием Аверьянова, генерала, вот эти вот спецоперации действуют на территории сопредельных государств. То есть они должны были действовать не в Сирии, там где-то в Ираке, в Иране, там еще где-то, в Буркина-Фасо, а должны были действовать именно в сопредельных к России государствах, ну, условно говоря, все СНГ, да? Неважно где это, не говорилось, готовились группы для работы за границей. Могли, то есть со знанием языков, там, предпочтение отдавалось офицерам ГРУ, которые, допустим, в Германии проходили службу, например, 3-я бригада. Я просто знаю там ребят, которым было предложение делаться. А там, значит, с 3-й бригады ребята, например, работали и были подготовлены для работы с ядерным вооружением, как с тактическим, там, по захвату его в странах НАТО там, и так далее. То есть вся там доктрина наведения войны строилась там, ставился очень большой упор на спецназы, на военные спецназы, которые действовали там в определенном режиме. Вот. Но потом все это, то есть это все было засекречено, но Пригожин здесь играл роль как финансового такого. Ну, условно говоря, через него просто шли деньги. Ему там платили, там, я не знаю, за обеды Минобороны. Он аккумулировал у себя лишние вот эти деньги, которые навальнисты считали просто взятками, а на самом деле это были деньги на
отряды для спецопераций, которые были необходимы, так сказать, великой имперской родине. Да, да, да. Мгм. Неважно, ну, в смысле, тогда не было еще, в Сирии еще не было решения. Это только в 15-м, после 15-го года. Там 15 начали, принято было решение отряды туда пытаться заводить. Тогда Шойгу с его амбициями, он думал, ну, он же вошел на пьедестал как великий полководец. Вот, и армию он переформатировал, и все успешно, и все, то есть, как бы вот эти вот пиар-компания его была удачна. И зайдя вот с этими ВКСами в Сирию, он думал, что сейчас вот все, он пару снимков, фотографий сделает, пролеты какие-то и так далее, и все испугаются, и он будет сейчас великим полководцем. Потом, а там хренак, самолет сбили, это самое, там же многого мы еще не знаем, сожгли нахрен, и вся эта 4-я танковая сирийцев этих побежала. Вот, и, ну, то есть, все нарушены формуляры были, все вообще летных вот этих вот дел и так далее. Потому что там понятно, что штурмовик там Су-24 не может летать. Поодиночке они летали. Это что-то сбили вот этого вот, значит, летчиков наших, там, которые Су-24, штурмовой бомбардировщик, сбили. Это же как не сбили больше, там, и до этого почему. То есть за этим спасли, смотрели и так далее. Это, по разведке полный провал там был. Полный провал. То есть Шойгу уже он не военный человек. Понимаете? Это хороший вот этот пиар-компания. И он думал, что он сейчас там пару бомб сверху сбросит, все испугаются, убегут. Какой он крутой взглядом там вот этим вот посмотрит из-под новой фуражки своей. А там хренак никто не побежал. А мало того, что эти самые, значит, Бармалеи стали вообще базу обстреливать. Понимаете, почему там? Он сначала вообще, что там даже охраны аэродрома не было. То есть потом туда стали морпехов вводить, там еще что-то, которые тоже не справлялись. А на земле же еще воевать надо. Сирийцы-то, они стойкости боевой вообще никакой не имеют. И садыки, они, у них нету ни принципа, ну, как бы они, у них нет мотивации вообще никакой, по большому счету. Даже вот эти вот алавиты, которые живут вдоль этого моря, которые меньшинство, они всю жизнь пользовались какими-то преференциями там, от этого алавитского, ну, от Асада, да, еще от его папы. Вот. А основная часть суннитского населения, она всегда находилась в стадии угнетенных. Там. Почему вот это все там разрослось-то? На самом деле люди там, ну, они не столько, они против этого самого Асада. Понятно, ИГИЛ, там, терроризм и так далее, жестокие вот эти методы, но любую деревню там возьми, вот, например, на Ишаире или рядом там, в Фургласе, там еще что-то, там суннитская часть, они не любят, они настрадались от них, там, от этих вообще, от алавитов. Вот, и как бы несправедливое распределение вот этого всего. Поэтому, конечно, они поддерживали тех, кто, знаешь, как душман душмана а-ля дуст. Это вот в Афганистане была поговорка, то есть враг моего врага мой друг. Вот, поэтому они готовы были поддерживать кого угодно там, и куда там черт голову сломит. Там, Ан-Нусра, Аль-Каида там, и так далее. Там много всяких группировок, которые их можно там как угодно. Поэтому это мне нужно было туда попасть, чтобы во всем этом разобраться. Как бы. До этого я считал, подлые американцы непонятно кого поддерживают, а мы сражаемся с мировым злом, и нас никто почему-то не понимает и так далее. И там стало все понятно, почему нас никто не понимает. Потому что настолько, ну то есть как бы ложь уже на лжи и ложью погоняет, в кругом какие-то схемы, вот эти многоходовки, там, между собой и так далее. И в Вагнере вам тоже не очень понравилось в итоге, да, в Сирии, и вы и оттуда в конечном итоге ушли. Хотела уточнить, знаете, так как события происходят, да, даже с нашего последнего разговора. Сейчас скажу. Смотрите, я контракт отбыл там, только и вместе со мной как бы, мои сослуживцы, которые были офицеры, инструктора, они тоже разочарованы оттуда, уезжали в основном, кто думал. Потому что у них сначала было, вот я хорошо со своим товарищем там разговаривал, он как бы часто мы общались, он считал, что едет туда помогать сирийскому народу, как в свое время вот при Советском Союзе помогать афганскому народу, там, и все вот так же. Но когда приехали туда, мы поняли, что сирийскому народу это нахрен не надо. Что мы помогаем не сирийскому народу. Но при этом, что у нас каждый начинает думать, что у него дома проблем куча, да, а даже той же Сирии, сирийцы, например,
аламиты, которые живут там вдоль Средиземного моря, они не платят ни за коммунальные услуги, ни за свет. Они стоит им просто купить. Все это за счет государства. То есть, это самый Асад даже и тот понимал, что людям надо что-то давать. То есть, как бы газ идет полностью на нужды обеспечения народа. То есть, Ирак так почему вообще родился и сразу же миллионер, да? Как бы на самом деле так, в других странах, представляете, так, с таким национальным богатством, а в России вот все по-другому. Вот и все на сегодня. Напоминаю, что с нами был Игорь Саликов, экс-офицер армии Российской Федерации, экс-вагнеровец. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Завтра мы продолжим эту беседу, мы поговорим уже о вторжении в 2022 году и участии Игоря в этом. Поговорим также о том, что сейчас происходит с Министерством обороны, последние изменения и так далее. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся завтра.